Здравствуйте, друзья! Хочу вот сегодня сделать ревизию редуктора вот такого. И сейчас вот приступим. Сначала вот замотаю провод, чтобы он не мешался. Потом туда-сюда я его сейчас замотаю, изолентой зафиксирую. И он мне мешать не будет. Начинаем. Я всегда вот старая дрель. Тут год, 75-й год. Вот он. Вот ее параметры. 400 ватт, 220 вольт, 75-й год. А, нет, не 75-й. Это 75-й, это ТУ. 80-й год выпуска. Ну вот, это сколько ей? 45 лет. Конечно, винты не развинчивались. Брызну я ВДшечки, чтобы их не посорвать. В принципе, нормально крутится. Я специально работаю без аккумуляторной, допустим, отвертки, без аккумуляторной или шуруповерта, потому что я чувствую болты, как откручиваются. Может, он где-то туго пойдет, а я шуруповертом, он этого не чувствует. Посрываю резьбу, а так туговато, я ВДшечки. Я лучше вручную, я не серийно редуктора смотрю, ревизию делаю, а просто вот для себя дрель вот приобрел. И хочу, чтобы она работала. Поэтому лучше я чуть помедленнее, но зато лучше качество будет. В принципе, нормально идет. А то бывает где-нибудь раз заедает ВДшки. Все, и болт не сорвется. Каждый стараюсь потом на свое место поставить. Потому что они уже притерлись. И дело пойдет как надо. А на другом месте они могут даже не на свое место, если будут даже плохо вкручиваться. Вот. Аккуратненько отверточкой подтянем. И плавненько, без резких движений снимаем. То есть одинаково со всех сторон. Потому что там, скорее всего, подшипника посадка. Ну, так и есть. Подшипник сидит. Лучше вот так. Отверточкой делаю туда-сюда, туда-сюда. Вот, подшипник слез. Слышите движение. Вот, подшипник с гнезда вышел. И также все. Сняли редуктор. Смотрим. Ну да, смазки 45 лет не менялась. Но она вся черная. Похоже на солидол. Может, он и есть. Ну вот, сейчас будем смотреть. Будем менять. Вот. По-моему, солидол. А может, литол. А скорее всего, литол. Не солидол, литол. Такого цвета. Раньше был оранжевого. Сейчас он какой-то белый. А советский, вот у меня тюбик есть. Он оранжевого цвета. Могу даже показать. По-моему, это он. Ну ладно, гадать не будем, приступим. Сейчас будем вычищать редуктор. Тряпочки всякие. Сейчас подшипник помоем. Берем старую смазку. В редуктор white спирта и даю постоять. Ну, примерно несколько часов. Сейчас повращаю. Вот налил, да. Кручу его. Он сейчас размякнет, потом смазка размякнет. Оно станет пожиже, а там его постепенно вымою. Ну вот, вычистил редуктор. 2 раза эту white спирт заливал, чистил там тряпочками, все. В общем, вычистил. Подшипники тоже там промыты. Подшипники не стал доставать шестеренками. Тут подшипник тоже промыл полностью. Все. Можно закладывать смазку. Чем мы займемся? Это у меня смазочка редукторная специальная. Ложечкой накладываю. Да палочку какую-нибудь, ну ладно. Она густовата, но все равно. При работе редуктор нагреется. Вот. Сейчас еще чуть-чуть.
и туда. Ее выдавить-то не выдавить. И туда в угол надо сейчас накласть еще. И все. Ну, сейчас она разойдется. Все, пошла. Сейчас что, вот сюда. Подшипники там наложим. Так. Тут хватит. Ну и здесь подшипник. Подшипник наложим немножко. Так. Себе. Голым не был. Да вот больше не надо. Шестеренку помажем. Ну и сюда чуть-чуть. Ее все равно чуть-чуть должно быть. Ну ее выдавит, если что, сюда. Все. Подшипник хорош. Так, внутрь еще вот. Чуть-чуть подшипник это надо. Так, а тут шестеренки смазаны. Все. Можно собирать. Все в порядке. Собираем. Одеваем все на место. Вот, легким постукиванием молоточка сейчас надо одеть подшипник. А даже не надо стучать, он на самозатягивание пойдет. Все. Так, болты у меня сейчас каждый на место поставлю. Сейчас закручиваем болты. То есть вот здесь вот два затягивать не надо. Крест-накрест. Чуть подтянули, закончили, потом другие. И так вот, чтобы перекоса не было. Ну все, подшипник налазит на место посадочное. Слышите скрип? Подшипник на место садится. Садится помаленьку. Смазку размотаю маленько. Это она без регулятора оборотов. Ну вот сейчас смазочку пройду туда-сюда. Все, можно запускать. Агрегат готов. Ну и пусть поработает маленько. Все, вот ревизию редуктору сделали. Все, дрель в рабочем состоянии. Тут вот еще хотел сказать, патрон просто набивается. То есть его ударами можно снять. Просто одевается. Ключ у меня там где-то. Ну вот, все работает. Электрочасть туда не полез. Все, спасибо за внимание.